Актриса Ли Саи не была звездой первой величины, но каждый, кто видел ее на экране, чувствовал в ней есть что-то особенное. Тихая, сдержанная, глубокая. Она жила просто, без скандалов и шума. Ее смерть потрясла всех. Не тем, как это случилось, а тем, как долго об этом молчали. Только через 10 дней стало известно, Ли Саи больше нет. Сегодня мы расскажем о ее жизни. Как она жила, к чему стремилась и почему ее уход оставил столько вопросов. Ли Саи родилась в Южной Корее в 1982 году. С ранних лет она отличалась спокойным характером, любила одиночество и книги. Ее мало интересовали развлечения, она тянулась к знаниям и наблюдению за миром. Особое внимание Ли уделяла языкам. Ее интерес к иностранной культуре привел ее в университет иностранных языков Хангук, где она изучала чешский и словацкий. Затем она поступила в магистратуру Пусанского университета, где продолжила академическую карьеру. Она не стремилась к популярности, ее путь был размеренным, но осознанным. До начала актерской карьеры Ли жила простой жизнью. Многие, кто знал ее лично, описывали ее как добрую, скромную девушку, у которой было свое видение мира и особый внутренний свет. Путь Ли Саи в кино и дорамах начался без громких дебютов. Она не стремилась к славе, не участвовала в крупных рекламных кампаниях. Ее выбор был скромным, но точным роли, в которых она могла передать настоящие чувства. Настоящее внимание к ней пришло после участия в дораме «Скандал в Чхондамдоне», где она сыграла сложного и тонкого персонажа. Затем последовал сериал «Страховка на случай развода», который только укрепил ее репутацию. Ее игра была сдержанной, но пронзительной. Она не переигрывала, не давила на эмоции, она жила внутри роли. Коллеги говорили, что Ли была невероятно сосредоточенной на съемочной площадке. Она не стремилась к закулисной славе и не вела активную публичную жизнь. Она просто работала. Каждый ее образ был тихим, но оставлял след. Хотя ее имя редко появлялось в заголовках, зрители, один раз увидевшие ее в кадре, запоминали надолго. Ее актерская карьера была короткой, но наполненной смыслом. Когда камеры выключались, Ли Саи становилась совсем другой. Не актрисой, не публичной фигурой, а обычной женщиной с тонкой душой. Ее не интересовали шумные мероприятия, интервью и вечеринки. Она выбирала тишину. Особым увлечением Ли была флористика. Цветы стали ее отдушиной. Она открыла собственную мастерскую под названием «Букет 242», где сама собирала композиции, фотографировала их и делилась в социальных сетях. Ее страницы были наполнены нежностью, мягкие цвета, солнечный свет, букеты, собранные с любовью. Каждое ее фото было как дыхание покоя. Подписчики чувствовали это, они говорили, что через экран можно было ощутить тепло ее души. В комментариях писали: «Вы свет, у вас удивительный внутренний мир, спасибо за красоту». И действительно, Ли Саи жила иначе. Не ради лайков, не ради славы. Она просто делала то, что любила, и делилась этим с миром. Ее жизнь вне экрана была скромной, но глубокой. Такой же, как и она сама. 20 июня 2025 года Ли Саи не стало. Но страна узнала об этом только 1 июля, спустя 10 дней. Эта пауза породила волну тревоги, вопросов и страшных слухов. Первый слух, что она покончила с собой. Поводом для таких догадок стал ее последний пост в Инстаграме. Ли опубликовала видео, где под песню с названием «Больше никакой боли» показывала жестовый перевод. Это выглядело как прощание. Поклонники писали, что сердце сжалось, когда они пересматривали это видео после новости о ее смерти. Второй слух: она умерла в одиночестве в своей квартире, и ее тело обнаружили только через 10 дней. Люди представляли, как она лежала одна, забытая всеми. Это породило настоящую волну печали и шока. Но, к счастью, эта история оказалась неправдой. Семья актрисы объяснила, что не хотела делать из похорон громкое событие. Они хотели тишины.
Поэтому и сообщили о ее смерти спустя 10 дней. Это было их осознанное решение справиться с утратой вдали от внимания и камер. Причина смерти официально так и не была названа. Ни слова о болезни, несчастном случае или других подробностях. Все, что известно, она ушла. Тихо, как и жила. Вокруг ее смерти остались только догадки. Но именно эта тишина сделала ее уход еще тяжелее. Люди не знали, как прощаться. Они писали под ее фотографиями: «Почему ты ушла? Ты заслуживала счастья, покойся с миром, Лисаи». После того, как мир узнал о смерти Лисаи, ее имя вдруг зазвучало громче, чем когда-либо. Но не из-за скандала или громкой роли. Люди вспоминали ее как актрису, которая не стремилась к славе, но оставила после себя след тихий, теплый и искренний. Поклонники пересматривали ее сцены в дорамах «Скандал в Чхондамдоне» и «Страховка на случай развода», заново открывая для себя глубину ее игры. Кто-то делился архивными записями из ее цветочной мастерской. Кто-то скриншотами ее постов, где она делилась простыми, но добрыми мыслями. Многие писали, что она помогала справляться с тревогой своей тишиной, эстетикой, внутренним покоем. Ее Инстаграм стал местом памяти. Там больше не выходят новые фото, но люди продолжают оставлять комментарии. Словно говорят ей то, что не успели при жизни. Лисаи ушла, не объяснившись. Без громких слов, без прощаний. Но ее свет остался. Он живет в кадрах, в цветах, в постах. В памяти тех, кто увидел в ней не просто актрису, а душу. Покойся с миром, Лисаи. Ты была тишиной, которую мы услышали. Каждый год Корея теряет талантливых актеров, певцов и артистов. Одни умирают от болезней, другие от одиночества, а третьих ломает давление славы. Это становится пугающей частью индустрии, где за красивыми кадрами часто скрывается боль. Смерть Лисаи – одна из тех тихих потерь, которые особенно ранят. Она не была самой знаменитой, но была настоящей. И потому ее уход ощущается особенно горько. Берегите себя. Будьте внимательны к тем, кто рядом. Иногда самые сильные внешние люди носят в себе самую глубокую боль. Спасибо за просмотр. Пусть мир Лисаи будет наполнен покоем, которого она так искала при жизни.